Этаж дождя. Житинев Александр, веселый. Мама, папа, сестры, братья, жив-здоров. Помогаю людям, которые нуждаются во мне, где меня уважают. Вам очень большой респект, то, что вы меня воспитали таким. А город Орск тоже. Живу я там нынче. В данный момент помогаем россиянам на Украине. Бежим. Пошли, батя. Давай. Нет. Пошел! Это российский танк? Ну да, судя по номеру, танк из Крыма. И это документы тех танкистов, одного из танкистов, которого подбили те пехотинцы. Он там погибший был, я растянул куртку, достал у него документы. Вот какой-то Житинев Александр Владимирович. Прописка город Орск. Судя по трудовой, он уже с 2013 года не работает официально нигде. Работал трактористом, работяга. Работяга, я не знаю, что его сюда привело. Вот билет, по которому он приехал. На поезде, да? Да, вот Орск, Краснодар 1, 15 ноября, 23:45 отправления. Здесь указаны его все родственники. Достаточно многодетная семья, видимо. Вот отец, мать, сестра, брат, сестра. Село Санжаровка, граница Донецкой и Луганской областей. После боя танкист украинской армии Алексей Чебан находит документы российского гражданина, передает их украинским журналистам, а они через наш телеканал родственникам. Александр Житинев, 75-го года рождения, женат, 2 детей, по профессии тракторист. Это все, что мы о нем знали, пока не оказались в его родном Орске. Эти двухэтажки, зажатые со всех сторон заводами, черта оседлости для нескольких поколений. Тяжелое советское наследие, над которым застыло ядовитое облако дыма. Там дальше убегающая за горизонт степь, где дышится свободнее и легче. Но разве отсюда вырвешься? Разве убежишь от детей и родителей кредитов? И самое главное, от самого себя. Папа. А смотри, как Аня. Да. Это с кем папа твой? Со мной. С тобой, да. О том, что муж собрался на Украину, жена узнала в день отъезда. Молча собрался и также, не говоря ни слова, уехал. Так собираются в командировку или на вахту, но никак не на войну. Узнала в самый последний момент, когда он уезжал. Я ему сказала, что ты можешь и не увидеть, и не меня, и не сына, и никого. Но он сказал, что такого не будет. Видать, думал, что с ним это не случится. И документы вроде его, и танкисту украинскому зачем врать, а ей все равно не верится. Человек он замечательный был, все его уважали, как отец, как муж, как и у всех. Может, еще живой, может, в плену. В последнее время он работал автослесарем, она поваром в психиатрической больнице. На двоих чуть больше 20 тысяч. А жить хотелось уже сейчас. Потому и брали кредиты. Сначала на квартиру, потом на ремонт. И ведь знали, что отдавать нечем, а все равно брали. Здесь в Орске так живут многие. Одним днем. Надеясь не столько на себя, сколько на слепой случай. И вот однажды этот случай представился. Узнали, что якобы танкистам платят по 100 тысяч. Сказал, что я подзаработаю, все долги, кредиты отдам, и все. И будем жить. Романтики остались в прошлом, говорит племянник Юрий. Если у Александра Житинева и была какая-то идея, то идея эта – рассчитаться с долгами.
Балбесы, потому что балбесы. За большими деньгами они едут туда. Обещают золотые горы и не выполняют. Он потом привозит груз 200. Наталья второй раз обращается в администрацию города за помощью. В первый раз, едва она заговорила об Украине, сказали не по адресу. Сейчас в сопровождении журналистов хотя бы выслушали. Юрьевна, а можно посмотреть, у вас вот подано заявление по розыску погибшего на Украине, у нас вот в администрации сейчас вдова, насколько я поняла, сказала, что подала заявление. Как они? Я в милиции подавала. Да-да-да. Житинев. Житинев. Надо забрать оттуда мужа, либо живым, либо мертвым. Но таких денег у семьи просто нет. Администрация города обещала все разузнать. Но вот насчет финансовой помощи – это вряд ли. В стране кризис. Как попал ваш муж туда? Вот. А как он узнал, что набираются? Ну как вот? Как это выглядело? Я не знаю. Наталья, я вас как бы сейчас обнадеживать не буду. Вы мне тогда оставляете контактный телефон. Здравствуйте, Житинев Владимир, брат Александр Житинева. Проходите. Наша квартира. Так мы живем, это супруга моя, Ольга. Дети, которые плачут. Жена старшего брата Ольга говорит, не от хорошей жизни орские мужики на войну едут. Была бы работа и перспективы, сидели бы дома. В нашем Орске на каждом втором, если не на каждом первом висят кредиты. Здесь все дороги вот так тупо берут и перекрывают. Сюда нагоняют каких-то нерусских граждан, которые реально могут по дешевке все, что нужно сделать. Ну что, там есть какие-нибудь новости про Сашку? Ну ладно тогда. Давай, пока. Старший брат Владимир полгода сидит без работы. Все свободное время наедине с телевизором. Он тоже участник этой войны. Правда, информационной. Считанные часы остались до прекращения огня. Изо дня в день эксперты терпеливо объясняют Владимиру, что работу он не может найти, потому что в далеком Киеве правит хунта, а его дети едят картошку из-за санкций. Владимир пока верит, но вера с каждым днем тает. Что-то в этой картине мира не так, особенно после известия о брате. Цены повышаются, работы нет. Зарплата уменьшается. Зарплата уменьшается. Вот и бегут люди отсюда. Владимир считает, брата могли завербовать. Нескольким его знакомым точно так же предлагали поехать добровольцами. Большинство, кто туда уехал, вот именно из-за этого, что скрывается от кого-то, от тех же самых кредиторов, тех же самых правосудий. Может, агентура какая-то здесь работает в городе, что якобы рубеж туда их соблазняет, заманивает и отправляет. «Рубеж» – название патриотической организации, которая занимается сбором гуманитарной помощи для украинских беженцев. Возглавляет ее геолог, член клуба «Орские моржи» и постоянный кандидат на пост мэра Орска. Кто нас делает сильнее? Сильнее нас делает враг. Река Урал уникальна тем, что на одном берегу у нас Азия находится, на другом Европа. Можно даже вон на мосту постоять одной ногой в Азии, а другой ногой в Европе. Идем в воду. Добрый день. Меня зовут Коровин Павел Семенович. Павел Коровин фасует гуманитарную помощь для жителей Донбасса. Среди коробок с тушенкой и сгущенкой попадаются и такие, с надписью «Для ополченцев». Для ополченцев одежда мужская, вазики, ватники.
Около 50 украинских семей переехало в Орск. Коровин помогает беженцам обживаться на новом месте. Алин, здесь подарки, дедушка. Да, Вот Дедушка Мороз. Вот, на. Марина, глянь, На, собачку. Собачка лучше. Тик-тик-тик-тик, ушами. Мы уехали из-за того, что дети, так бы тоже не уехали. И дом бросили, и все. Мы приехали, они сказали, что вроде бы как и работа будет, и все. Говорят, приезжайте, тут вроде бы работы много. А приехали, а работы нет. Волки ходили по Горловке, да? Нет. Волки не ходили? А кто? Там не ходили. Чё? Там ходили. Здесь ходили. Здесь волки ходили? Вот, приехали сюда, а здесь волки ходят. Ясно. А там в Горловке не... А там кого ты боялся тогда? Никого. Помимо сбора гуманитарной помощи, Патриотический союз «Рубеж» помогает добровольцам уехать на войну. Дает им нужные телефоны и консультирует, как и в каком месте лучше пересечь границу. Все пытались через военкомат уехать или через органы власти. А им сказали: ребята, вы не туда обращались, мы этим не занимаемся. Значит, если... Но в то же время... Значит, давали телефоны вот Антона и наши телефоны. Говорит, вы можете идти вот в эту организацию. Большинство заявляли, что это чувство патриотизма. Кто-то увязывал эти чувства с ролью Путина, что вот идет война против Путина, поэтому я хотел бы его защитить. Только за последнее время по личному благословению Коровина из Орска уехало 8 человек. Со всеми поддерживается связь. А как вот это узнали, что эти хорваты на той стороне идут против... Ходили в разведку и по голосу узнавали или доставали языка? Прервалось. Из города Орска, ну вот так вот, уехало примерно 25 человек. Значит, учитывая, что город Орск занимает 500-ую долю России, значит, из России по аналогии выехало где-то 12,5 тысяч. А был ли Александр Житинев среди тех, кого Рубеж отправил на войну? Показываем Коровину видео. А город Орск тоже. Живу я там нынче. Тип такой для меня, ну, новый. Я с ним не встречался и не знал его. Из небольшого сюжета с помощью телекамер, с помощью, значит, шумихи это событие развивают до высот. Нет тела, нет дела, говорит Коровин. А документы могли и подбросить. Ну а если боец погиб, то ведь за правое дело. На вопрос, что важнее, человек для государства или государство для человека, Коровин отвечает, не раздумывая. Наше государство может существовать только великим. Независимо, кто придает этому знаку величия, значит, Путин, Сталин, Ленин. Если они работают на величие это государство, то, значит, я там. Донецк, Луганск. Мы помогаем здесь, мы здесь и нужны. Оренбургская область, мы гордимся тобою. Вместе с Александром Житиневым в Донбасс отправился его друг Илья Борисов. В том бою под Санжаровкой его серьезно ранили. Сейчас лежит в одной из больниц Луганской области. Как только наступит перемирие, семья постарается его оттуда вывести. К сожалению, киевские власти до сих пор отказываются от прямых контактов с представителями Донецкой и Луганской народных республик. Сколько провоцирует Америка, и все равно, мне кажется, вот он все делал для того, чтобы войны не было. У Борисова тоже 2 детей, жена и непогашенные кредиты. Как и Житинев, уехал без предупреждения. Жена до сих пор недоумевает. Бороться за мир во всем мире – это, конечно, самоотверженно. Но почему бы для начала не установить его в собственной семье? Честно говоря, я считаю, что мужья наши, там вообще нашей страны, они должны вставать на защиту именно своих детей, своих родителей. Единственный, кто знал о планах поехать на Украину, был сын Слава. Он же провожал друзей на поезд и помогал с транспортной логистикой. Вечером я их вместе проводил на поезд, и они добровольно сами поехали туда. Чисто добровольная основа, чисто все бесплатно. Слава – виртуальный ополченец, отстаивает русский мир в социальных сетях и, между прочим, переписывается со многими героями Новороссии. Сын гордится поступком отца.
Насколько я вот по интернет-ресурсам смотрю, сколько мне мои информационные источники сообщают, мне кажется, что вот Порошенко, вот это все, это фашизм. А ты с кем общаешься? Ну, я с ополчением, я не могу просто назвать имена или это. На всякий случай. Чисто добровольная основа, чисто все бесплатно. Вот. Мне кажется, он бред говорит. Он поехал туда из-за денег. С Натальей, близкой подругой Александра Житинева, мы познакомились в последний день нашего пребывания в Орске. Она рассказала свою версию. По ее словам, в эту авантюру ее друга втянули Борисовы, отец и сын. Подбил его на это Илюша. Они с каким-то там, как я понимаю, вот сейчас до меня только доходит, что связался с этими всеми его сын Слава Илюшин. Связался он с Николаем Князевым, который впоследствии Саша с моей страницы писал. Наталья показывает нам переписку Александра Житинева и Николая Князева, человека, которого нашел в интернете Слава Борисов. Реально не хватает таких специалистов, как вы. Местные, конечно, воюют, но они не умеют воевать. Мало специалистов. На нас с вами большая ставка. Как добраться до вас? И буду ли я считаться врагом народа в России, если вернусь живой? О каком еще враге народа вы говорите? Да мы тут герои в глазах всех. Никто вас за это не подтянет. А через границу для добровольцев из России зеленый свет. Все эти движения прикрывают соответствующие структуры. Николай Князев живет в городе Чусовой Пермского края. Ветеран чеченской кампании, президент страйкбольного клуба «Медведь» и реконструктор. Он, как и многие сторонники «Русской весны», прячется под звучным псевдонимом. На самом деле его фамилия Рассанов. За каждого своего курсанта инструктор, в прошлом военный Николай Рассанов, лично может поручиться. Они-то точно свою задачу знают и к любым, даже самым экстремальным ситуациям уже полностью готовы. Князев Рассанов – уважаемый в Чусовом человек. По местному каналу показывают сюжеты о том, как он занимается патриотическим воспитанием молодежи. Сколько его подопечных записалось в ополченцы, в сюжете не уточняется. Естественно, нервы, ноги дрожат, коленки дрожат. Ну, первый круг, второй круг, и все, им начинает нравиться, они входят в азарт. После известия о смерти Житинева Князев написал родственникам, что помочь, к сожалению, ничем не может. По всем вопросам им лучше обращаться в компетентные органы. Этот, с которым Саш туда поехал, Илья, говорят, в госпитале контуженный. Только где, никто не знает, связи нет. Как забрать оттуда Сашу? Я ничем не могу вам помочь, я вышел в ноль. Вам лучше обратиться в ФСБ, только они контролируют там все. Вместо обещанных 100 тысяч за 2 месяца войны Александр Житинев заработал $150. С другом Ильей Борисовым они поругались. И все из-за денег. Я вообще, если честно, я не знаю, за кого он воюет, это Илюша. Саша же мне говорит, он же, говорит, меня и застрелит в бою. В первом же. И я, говорит, боюсь, говорит, с ним воевать. Наталья пробует позвонить Илье Борисову. Может быть, он что-то знает про Сашу. Щоб завершити запис повідомлення, натисніть клавішу закінчення виклику. Что это такое было? Видимо, их же осколком ему попало в нижнюю челюсть и полностью ее снесло. Танкист Алексей Чебан, что нашел документы, развеивает последние сомнения родственников. Александр Житинев все-таки погиб. Его тело до сих пор лежит под Санжаровкой. Он так и лежит там. Его просто за бруствер перекатили. Ну, они там все лежат. Вот все, что убиты, они все там, потому что их некому вывозить. И, ну, там даже наших не могут вывезти. Правильно, Чебан сказал, они сами разберутся. Что он там делать нам? Он мне написал, говорит, зачем, говорит, они все едут в Россию сюда воевать? Мы, говорит, сами разберемся спокойно со своими. Если долго всматриваться в бездну, бездна начнет всматриваться в тебя. Бездна отчаяния и тоски. Тарас Шевченко, оказавшись здесь, написал: «Страшная пустыня вокруг Орской крепости казалась мне разверстую могилой. Подъезжая ближе, я думал, поют ли песни в этой крепости? И готов был Бог знает что прозакладывать, что нет, не поют».